Друзья, всем большой привет. Очень часто, когда игрок задается вопросом, какой танк за боны выбрать, глаза просто начинают разбегаться, и машин действительно много. Мы говорим конкретно о премиум машинах, то есть десятки мы трогать не будем. Сегодня я хотел бы поговорить о одной из самых-самых сильных премиум машин в боновом магазине для фарма. Это советская ПТ Т-103, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чай, кофе, и мы начинаем. Поехали! Т-103, друзья, это советская ПТ-САУ 8 уровня, крайне сильный танк для фарма, наверное, самый-самый лучший танк из бонового магазина для фарма, потому что имеет крайне плотное орудие, очень хорошее бронирование и, в принципе, неплохую подвижность. Главное достоинство этой машины — это ее пушка 130 миллиметровая Б-13. У нас Альфа Страйк 440 за выстрел, пробитие 258. Неплохой разброс 0.36 и сведение 2.3. То есть, грубо говоря, по орудию любую восьмерку в лоб вы пробиваете очень легко. То есть ни одна восьмерка не сможет вам противостоять с таким бронепробитием на базовом снаряде. Плюс у него основной снаряд бронебойный и голдовый тоже бронебойный, что немаловажно. Скорость полета снарядов, конечно, маловато, но когда вы к ней привыкнете, будет намного проще играть. То есть по сборке этого танка я уже добавил две машины к сравнению. То есть мы сейчас их соберем. Для начала обязательно мы ставим досылатель. Первая сборка у нас идет на настрел, это досылатель, стабилизатор и, скорее всего, я бы поставил сюда не приводы, а оптику, потому что машина, она слеповата, как все советские машины, то есть без оптики у нее 388 метров обзора, вам лучше светить самому себе, то есть ставить оптику и настреливать по собственному засвету. Это очень важно, потому что когда вы настреливаете по засвету союзников, идет меньше коэффициент. То есть вам, конечно, разработчики об этом не скажут, но так есть, друзья. Это многие стримеры об этом и блогеры топовые говорили, так что во всяком случае я им верю. И вторая сборка у нас будет идти уже немного другая. То есть обязательно также досылатель, чтобы повысить ДПМ, улучшенная закалка. И здесь можно поставить еще и вентилятор. То есть у нас есть две сборки. Первая это для второй-третьей линии, что в принципе это логично, учитывая, что это ПТ-САУ. И вторая сборка это для первой линии. То есть машина огромная. Играть на ней в маскировку я смысла не вижу никакого абсолютно. Поэтому я бы собрал, скорее всего, вот эту сборку. И ехал бы с тяжелыми танками, потому что у машины есть броня. Мы сейчас в Collision это увидим. И можно ехать реально как тяжелый танк. С закалкой у вас будет 1350 очков прочности. Чуть меньше, чем у ИС-3 на 150, да? Поэтому можно идти в размены. Плюс у вас дикий ДПМ. 2800. Перезарядка пушки будет 9.30. Ну, то есть 9,3 секунды. 440. Это очень-очень жестко. Поэтому в таком формате я бы собирал машину именно в настрел. С тяжами едем, становимся и лупим. По бронированию видим, что башня у нас 220 мм, а корпус 100 мм. В остальном машина ездит 40 км в час, маскировка нулевая практически. Видим, что 14,3 лошадей на тонну. Поэтому в целом играть на ней как на тяжелом танке, я думаю, можно и нужно. Поэтому поехали в Collision, после чего мы посмотрим бой. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас башня прям крайне крепкая, 279-280 мм. В щеках там под 500. Вот эта вот башня на крыше пробивается, как обычно. Там 73-60 мм. Корпус у нас не такой крутой. 189 ВЛД. Щеки. Бронеплита ВЛД 100 мм. Приведенки там чуть-чуть. Эти башенки тоже не особо способны что-либо отбивать. То есть корпус у нас рыхлый, но башня это наша сила. Поэтому если есть какая-то насыпь или труп союзника, за которым можно спрятать свой корпус, ваша уязвимая зона это будет только вот этот большой-большой такой башенный лючок. В остальном, если вы в лобовой проекции открыто стоите, вас в корпус будут пробивать. Иногда, может быть, что-то будет залетать куда-то непонятно куда и отлетать, но в целом, чаще всего из 10 выстрелов 8 в ваш корпус будут заходить точно. Поэтому рассчитывать на бронирование корпуса я бы не стал. Вы должны привыкать к этой машине в том плане, то, что перед вами должно быть укрытие, от которого будет торчать только ваша башня. Поэтому УВН здесь есть. У нас пушка на 8 градусов вниз гнется, вверх поднимается на 30. То есть, в принципе, можно стрелять как вверх, так и вниз. Пользоваться УВНами нужно на этой тачке. Поэтому, друзья, запоминаем. Корпус рыхлый, башня танкует, кроме большого люка. Остальное
все такое себе. Поэтому стали, подъехали к укрытию и настреливаем от башни. С этим разобрались, поехали посмотрим бой. Забросила нашего сегодняшнего героя, друзья, на карту Химмельсдорф. Ник у него Error 404 Gold, я так понимаю, not found, дальше идет. Мы видим, что сетап для него прям максимально комфортный, он в топе, ниже танки только 6 уровня, пара семерок. У него много обычных снарядов, это в принципе логично на этом танке. Пробитие на базовом снаряде 258, на голдовом 307. Голдой стрелять будете только по всяким маусам, по сверхбронированным, короче, танкам. В остальном вам голда вряд ли пригодится в обычном бою. В обычном бою, так сказать, точно. Видим, что он сразу принимает решение ехать в центр. Я, как обычно, друзья, бой не смотрел. Оттого моя реакция будет максимально естественной. Дает первый шот по Ахиллесу. Забрасывает на 448. Много танков противника светится перед ним. Я думаю, здесь можно делать дикий настрел. Прям в маску як Панзер пробивает 7 уровня. 2 выстрела, 1000 урона уже в кармане. Как видим, будет занимать вот этот дот. Это то, о чем мы с вами говорили. Здесь можно скрыть свой большой корпус за насыпью. Что, в принципе, он и делает. Я вам также напоминаю, если вам нравится контент и вы ждете следующий выход видео, ставьте этому ролику лайк, подписывайтесь на канал, те, кто здесь впервые. Нас уже, друзья, практически 400 человек. Я не могу от этого нарадоваться. Спасибо всем, кто подписался. Вчера у нас также был небольшой такой стрим, пробовали фармить на 8. Спасибо всем, кто смотрел. Я очень ценю, друзья, свою аудиторию и уважаю всех вас и каждого, поэтому отдельно каждому спасибо. Если есть желание поддержать канал, есть также Patreon. Если у вас есть возможность, буду очень благодарен. Смотрим бой дальше. Видим, что по счету пока что 2-0. Союзники спокойно занимают гору. В принципе, для него все выглядит вполне обыденно. Забрасывает по П-43 в пиксель. Там дикий был угол, но это не помешало ему пробить. Тем более с таким диким пробитием. Здесь он играет прям в агрессивную такую ПТСАУ. Благо, геймплей на этой машине позволяет. Главное, что здесь есть броня. Это, в принципе, моя позиция на паттоне. То есть на танках, у которых есть хорошая бронированная башня, это то, что нужно. Запоминайте. Друзья, кстати, вам дам такой совет, новым игрокам особенно. Если вы хотите научиться хорошо и эффективно играть в танки, вы смотрите реплеи не просто чтобы посмотреть, а запоминайте позиции, куда ездят игроки. Это вам поможет в подобных боях, когда вас забросит на эту же карту, на этот же респаун, выбрать верное направление. Так что я лично, да, за себя могу сказать однозначно, я учился играть через реплей, это полезно. В любых играх полезно смотреть на то, как играют эффективно игроки и брать себе их опыт. Убивает он здесь ОИ. Первый его фраг в этом бою. 2000 урона у него уже есть. Каэрнарван его не пробивает. У Каэрнарвана довольно бронированная башня. Пробовал дать лючок, но, к сожалению, не удалось выцелить. У него, видим, 1250 очков прочности. Это значит, что он играет без закалки. Что, в принципе, я считаю неправильным, потому что машина, она действительно по корпусу рыхлая. Там только танкует башня и лишняя, скажем так, 100 очков прочности вам точно не помешает. Разбирает его Кайен. Кто не знает, Кайен, то есть Каэрнарван, это очень быстрая скорострельная машина. В плане скорострельности, конечно, быстрая, ДПМная. И с этим танком нужно однозначно справляться в первую очередь. Потому что, опять же, он может перестрелять любую 8. Любую. Это очень опасный противник. Особенно, если на нем скилловый игрок. Прошло у нас буквально 3,5 минуты боя. У нашего сегодняшнего героя уже 3000 очков настреляно, 1380 заблокировано. Спокойно реализует свою машину. Очень, как видим, комфортное орудие. Он стреляет на близкой дистанции. Как видите, через прицел, когда смотришь в этой машине, здесь, получается, башня находится выше, чем обычно. И от этого происходит такой эффект, что ты как будто паришь над полем боя. Прикольно сделано. Светится ВЗ-131 ГФТ. Для него это, в принципе, не соперник. Главное не подставлять свой рыхлый корпус. Из опасных противников остался это только Мини-Маус, вот этот. Извините, язык ломать не буду читать. Маурбрейхер. Это просто жесть. Я считаю, что такие длиннющие названия в игре, ну, они прям не обязательны. Не везет с выстрелом. Мог забрасывать в пиксель, благо дистанция такая прям не сверх тяжелая для этой машины, чтобы выцелить. Пушка-то не самая косая. Ну, здесь ладно, он закатывался
3450 урона. В этом бою он настреляет хорошее количество урона. Я выбирал бой такой специально, чтобы было не стоялого, а он был динамичный, потому что мне многие ребята пишут, скучно смотреть. Опасный противник Вазик, вот этот, который справа, 8 уровня, плотная довольно ПТСАУ. Пробил его Чири 2 снарядами. 141 хп у него остается, шотный для практически любого танка. Забрасывает на откате по Вазику. ВЗ-120, вот этот ФТ, очень хороший танк. Это моя первая купленная ПТСАУ. Реально крутая машина, пиксель пробрасывает. Она тоже очень ДПМная, имеет классную пушку, но только на ближней и средней дистанции. То есть вдаль стрелять с ней не получится. Здесь он стоит от башни. Извиняюсь, друзья. Стоит от башни, и в таком формате его Чири никогда не пробьет. Разве что только вот эту шишку выцелить сверху. То есть сюда да, в корпус тоже да, но в лоб башни точно нет. Остается Маубрехер, единственный и неповторимый фуловый танк. Я надеюсь, противники, вернее союзники, захват отменят. Потому что, ну, еще остался всего лишь один танк. 1200 очков прочности у него есть. Нужно его убивать. Съезжайте, друзья, с захвата, съезжайте. Так. Еще один шот забрасывает. 6000 урона у него есть. И я так понимаю, на этом бой закончится, да? Последним выстрелом он убьет его. Да, все верно. 5 фрагов, 6300 урона, 1500 заблокировано. Если понравился бой и я ответил на ваш вопрос, с вас подписка, лайк и комментарий. До новых встреч. Пока-пока.